Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Сегодня мы узнаем, почему отсутствие знаний о жизни после смерти и устройстве потустороннего мира опасны для любого живущего, и разберемся в том, что нужно сделать, чтобы избежать этой опасности. В предыдущих лекциях мы разобрались, что страх смерти и заблуждение насчет ее истинной природы сковывает человека тревогами, делает его жестоким, озлобленным, сосредоточенным на себе и ничего не значащих материальных ценностях. В общем масштабе это порождает жестокость, насилие, убийства, аборты, войны и всеобщие страдания. И наоборот, открытие знания о бессмертной природе любого человека, об интересной и увлекательной жизни на разных отрезках существования его духа в разных мирах и измерениях, имеющий изначально великое предназначение участия во всеобщем строительстве доброй и счастливой Вселенной, освобождает от страхов, утешает горе, снимает отчаяние, наполняет естество покоем, умиротворением, повышает количество любви и открывает возможность распространять ее вокруг себя. За прошедшее с момента переезда моей самой родной и близкой души, уже знакомого постоянным зрителям канала Дани в потусторонний мир время, я убедился в этом описанном во множестве книг позитивном влиянии открытия потустороннего мира и путешествий по нему на личном опыте. И могу полностью подтвердить его. Следовательно, очевидно, несмотря ни на какие страшилки, мистические истории и убеждения некоторых представителей духовенства, что это запретный мир, куда живым лезть не следует, на самом деле он не только не опасен, но и играет ключевую роль в жизни земного, материального мира. Судя по всему, ключ к спасению планеты и человечества лежит вовсе не в отказе от использования углеводородного топлива, загрязняющего атмосферу и отравляющего экологию, не в переходе на зеленую энергетику, не в попытках открыть лекарства от рака. Все это хоть и важные, но лишь следствие краеугольного эффекта, который человечеству даст всеобщее открытие его потусторонней, духовной и бессмертной природы и порожденное этим избавление от любых страхов. Справедливо и обратное. Если продолжать сосредотачиваться исключительно на материальном, посвящать жизнь избеганию смерти любой ценой, отмахиваться от истинных знаний о себе и всех нас, мир погрузится во мрак, и наша очередная попытка в цивилизацию будет засчитана как неудачная, со всеми вытекающими глобальными катаклизмами, перезагрузкой планеты и новым началом. Познание себя – это та важнейшая цель и важнейшая задача, которая стоит перед нами на пути к спасению и устройству справедливого и доброго мира для всех. Тысячелетия назад на стене древнегреческого храма Аполлона в Дельфах, где находился Дельфийский оракул, появилась надпись «Познай самого себя». Поразительно, но все это время ключ к счастливой жизни и процветанию нашей цивилизации лежал прямо у нас под носом. Наши предки уже давным-давно разгадали этот секрет, открыли способ совершить следующий духовный эволюционный скачок, зафиксировали его и передали сакральное знание потомкам. К сожалению, мы не прислушались к ним, и вместо духовной сосредоточились исключительно на материальной эволюции. Но даже сейчас, когда воплощенное человечество подошло к самому краю пропасти, еще не поздно признать ошибку и вернуться на правильный путь, организовав таким образом спасение себя
и всей планеты. Единственное, что мешает этому, это наша укоренившаяся за века безраздельного царствования материализма неспособность признавать ошибки. Эта болезнь духа цветет на всех уровнях человечества, от простых людей и их семейных отношений до науки и верховной власти. Именно неспособность признавать ошибки и просить о прощении мешает нашему возвращению к истине и устройству прекрасного, доброго и справедливого физического мира. Невежество и отсутствие знаний о жизни после смерти физического тела – это опаснейшее явление, которое критически необходимо рассеять, если мы хотим отойти от пропасти и направиться к свету. Каждый может поучаствовать в этом важнейшем деле, познать себя самого и через это выступить активнейшим участником всеобщего спасения. Для этого всего-то и надо открыть книги и получить знания, которые для нас заботливо собрали наши предки и современники в их физическом и духовном виде, совместно работая из обоих миров, физического и духовного, ради того, чтобы всем нам вместе было хорошо. На сегодня это все, дорогие друзья. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на ваши вопросы о жизни после смерти в целом и по этой лекции в частности, а также познавательные статьи о потустороннем мире вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него, как всегда, в описании видео и на экране. Добро пожаловать! Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем YouTube-канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.